видео, которое я хочу смонтировать уже лет 10. Все-таки добрался. Сегодня я хотел бы поговорить о своей истории и опытом поделиться о Евротрипе, который был аж в 2014 году. Будучи студентами 5 курса, ребята, друзья и по совместительству одногруппники решили устроить себе недельную поездку по Европе на автобусе. У кого-то был это первый раз выезд за границу, ну а кто-то уже знает, что это такое ваши студенческие бюджетные путешествия. Организатор и главный подстрекатель, а также по совместительству самый лучший староста группы Института радиоэлектроники и телекоммуникаций Одесского национального политехнического университета Тут. Анько. Ань, привет. Этап первый. Собрать документы на визу. Да-да, я из тех старых миллениалов, кто помнит, что существовали шенгенские визы для посещения Европы. Этап второй. Собрать чемоданы. Да, Катя, Аня. Ну или пару портфелей налегке и отправиться во Львов. Стартовая точка, откуда мы отправляемся. Сам Евротрип – это одна из тысячи существующих автобусных туров. Наш включал в себя гида, автобус на 5 дней, 3 ночи в отелях, ну а сам маршрут был Прага, Мюнхен, Париж. Прохладным воскресным мартовским утром, позавтракав теплым чаем на автовокзале во Львове, ну и еще купив пару злотых и евро в ближайшем обменнике, по лучшему курсу мы отправились в путь. Первой нашей остановкой спустя часы езды по польским хорошо асфальтированным дорогам был отель на границе Польши с Чехией, где мы остановились на ночь. Привет, ребята. Я заселился в отель. 3 звезды. Мне нравится. В общем, сейчас по коридорам покажу свой номер. О, лифт. Такой весь небритый, не стриженный, уставший. Мне нравится. Немного уставший. Все уставшие ехали в пути. Автобусный трип. Вид. Лифт прозрачный. Это я. Здесь эксит. 222 номер. Тук-тук. Вещи нож. Вот такой вот. Кровать king size. Мы – это наша одесская компашка. Я, Викторовна, Анько, Андрей, Катя. Новый день, утро, отельный польский завтрак. И мы снова в дорогу. Следующая остановка – Прага, столица Чехии. Ну а по пути мне запомнилась на всю жизнь эта странная мартовская чешская погода. Пока мы ехали по дороге, Молодці, умнічки. Бачите, які гарні сині знаки з зеленими надписами. Дякую. погода за окном поменялась 8000 раз. От сильного дождя до яркого солнца и зеленых цветущих деревьев. От сильного ветра до снегопада. И это все в пределах 1 часа. Очень странная чешская погода. Ну а еще на пути, остановившись на полчаса прямо на дороге, увидели аварию, где несколько авто влетели друг в друга и трафик встал. Так я в первый раз в своей жизни увидел аварию в Таталово где-то в Европе, на хороших дорогах. Не знаю, непривычно и очень странно. Всегда идеализировал Европу с их суперавто и автобанами без происшествий. Уф, как длинно говорит. О Боже. Привет, ребят. Это знаешь, как ты сейчас I wanna say something, but you are all that I see. Так, на чем я там остановился? Прага. Добро пожаловать в Прагу. Добрались мы до Праги под вечер. Первое впечатление от вечернего города поражают. Красивые красные крыши домов, ночная европейская столица старой Европы. Туманное небо, легкий дождь. Вообще вечерняя прогулка по центру Праги очень мне запомнилась.
классические туристические достопримечательности, а именно узкая улица, часы, Карлов мост. Ань, привет. В общем, мои впечатления и резюме от меня, молодого, оставлю тут. Прага. Очень интересный город и сама Чехия, страна в целом. Почему? Когда мы ехали, был автобусный трип, погода очень сильно менялась, за час поменялась кардинально. Был дождь, был град, был снег. Что мне напоминает Прага? Мне напоминает Прага что-то среднее между Львовом и Лиссабоном. Старый город, старые церкви, такие католические стили. Здание, строение, центр — это старая Прага. Интересно. Всем привет. Привет Насте, Пастуху, Андрею. Настя, тебе привет. Такая вот, я не знаю, здесь кафедралы, церкви, они здесь везде. Вот нахожусь на такой вот площади, никого нету, 12 ночи, одни туристы, их очень много. Светильнички. Вот такой вот ратуша. Интересно. А это туристы, привет. Вот эти вот астрономические часики. А вот там вот интересная такая вот, типа смерть с косой в виде скелета. Иду я, в общем, встречать своих ребят. Там катаются на пароходе или на чем. В общем, по воде. Сейчас гуляют, смотрят ночную Прагу. Привет маме. Вдруг увидят это видео. Может, даже ссылку скину. Всем, кто меня смотрит, а именно 2 подписчикам. Привет. Поехали дальше. Следующей точкой остановки был Париж. 2 дня в Париже, так же как и Прага. Париж нас встретил дождем, пасмурной погодой. Но когда это останавливало беззаботных студентов от прогулки? Как там говорится, увидеть Париж и умереть? От простуды, быть может. Ой, смотри, какая красота. А это что? Это что? Что это? Что это? Что значит Анна? Это Анна. А ну давайте почитаємо табличку, що написано. Анна 1627. Соборчик, церквичка. Ну не можу вам сказати точно яка, бачу, що... Святої Анни. Святої Анни. Ну там Анна написано. 100%. Ну нехай буде. Так ви ж знаєте. Нехай буде, це Святої Анни. Париж это, конечно, топ. Особенно увидев его в первый раз, да и в свои-то 20 лет. Триумфальная арка, красивая архитектура, французские машины, круассаны, Нотр-Дам, Эйфелева. Кстати, от Эйфелева я ожидал большего. Не понравилась она мне. Красивая? Ну да, наверное. Свой вклад в историю и культурность оставила, несомненно. Но вот прям эффект вау. Не знаю, почему на нее все так молятся. Вот то ли дело родина мать в Киеве. Привет всем. Короче, мама, папа, мамам, папам. Вот, всем передаем мы с Настей. Что хотим снять? Вот, хотим передать привет всем родственникам, знакомым, кому мы скинули это видео. Настю довольно хотим показать. Ну и хотим показать немного вида, где мы находимся. Да, вы угадали, мы в Одессе. Вот. Приятного вам ужина, вечера, утра. Вы на работу или в выходной день это смотрите. Мы здесь довольны, дождь идет. Идем по... Это площадь, да? Площадь напротив. Панорамный вид, да, на Эйфелю. Я думал, она побольше. Настя довольна. Да, довольна моя? Вот. Всем привет. Приезжайте, смотрите. Увидимся со всеми. Пока. Что мне еще запомнилось в поездке в Париж, так это отель, где мы остановились. Такой красивый, ядерно-зеленый. Ну прям влился в мою память на года. Ах, да, что там по Парижу? Ну, короче, мы нашей мини-компашкой, исследуя и гуляя по Парижу, вечерком забрели в ресторан. Ну, не поддаваясь на молодежные тренды, я не сильно-то и хотел пробовать этих ваших лягушек, а вот от искривленных лиц моих компаньонов мне было так смешно. Я парень простой, салатики и чай, пожалуйста. Ну и потому что это было самое дешевое, что есть в меню. Вечерний Париж — это, конечно, романтик. Тут все стереотипы, я согласен. Красиво, ухоженно, вайб интересный. Ну а огромные крысы, бегающие в центре, это вообще незабываемо. Рататуй он такой.
l'ascension des oligarques, à la libéralisation sauvage du pays et à la captation des entreprises publiques par des avez vu les intérêts rats dans des circonstances où il est un peu difficile de croire que cela aura un impact. День второй. Все тот же Париж, но уже солнечный. Сегодня таки повезло с погодой. Утро началось с прогулки по центру города и рандомно, куда глаза глядят, пешим странствием. Были мы и под Лувром, впервые в жизни увидел Apple Store магазин. Тут мы разделились с нашими друзьями, которые пошли тратить деньги на вход в Лувр и просмотр в очередях на Мону Лизу. Большая широкая. Видео? Он наоборот ее поправит. Сфоткала? Нет, сверху нас забирайте, бо я потеряюсь. Apple. Ого. Ого. Это очередь за билетом. Ого. Ого, как мало. Starbucks. Ну реально еще мало. Да, Если бы мало, она бы еще на улицу. Ну а мы с Викторной отправились смотреть округи. Елисейские поля, Дом ветеранов, Эйфелева башня, магазин Диснея, ну и другие топовые бренды на центральной улице. Но то все отступление. Самое главное достижение этого утра — это когда Сережа попробовал самый вкусный круассан в своей жизни. И таки да, сейчас спустя годы могу с уверенностью подтвердить то, что это был самый вкусный круассан в моей жизни. Прогулка к Эйфелевой и парижский вайб в этот день. Если бы меня спросили описать Париж, все мои впечатления о нем одним фотом. Поехали дальше. Следующей и последней нашей точкой был Мюнхен, Германия. Вообще, первые впечатления от Германии немцев мне оставили сразу после пересечения виртуальной границы с ними. А именно платные туалеты везде. В Макдональдсах, на остановках, заправках, кафе, ресторанах. В общем, первое незабываемое впечатление. Серьезно? Я реально прихерел. Ну да ладно о плохом. Что там по хорошим впечатлениям? Ну, красивый, развитый, город Германии, красивая архитектура, столица BMW. Но мне больше всего запомнился парк Мюнхенский. Часами прогуливаясь, мне он так понравился, вот этот кусок оазиса немецкого посреди шумного города. Здесь между мостом, здесь нет моста. Видео. Ты видео снимаешь? Снимаю. Сфоткала? Сфоткала. Та я познімаю, я теж хочу познімати. І тебе хочу познімати. Сама собі машеш. А то. І Вот, я маленькая. малютка моя. Моя ти стиральна машина. А что стиральная машина? Ну малютка. Ага. Пока мы с Викторной исследовали парк, ну и гуляли по центру Мюнхена, наши друзьяки отправились покорять музей BMW. Ну, а мы тут еще, кстати, в городе присмотрели подходящее авто для Насти по размерам. Прогуливаясь по центру города, наткнулись на памятку Майклу Джексону у какого-то памятника или статуи. Погуглив потом, откуда ноги растут, оказывается, перед этой статуей находится роскошный отель, где останавливался Майкл, когда ездил давать сольные концерты в Мюнхен. Как всегда бывает с фанатами, они собираются у дверей отеля, чтобы показать свою любовь к кумиру. В день его смерти мюнхенские поклонники сделали то, что делали всегда. Собрались у ворот Баварского дворца и оставили свои цветы рядом со статуей Делюсана. Так и появился импровизационный алтарь Майклу Джексону. Также пару кварталами ранее мы застали подготовку к CNN Journalism Awards, где увидел пару звезд телевидения. Ну а на площади недалеко мы заметили еще кучу камер. Оказывается, там прогуливался и пиарился недавно избранный мэр Мюнхена. Пару фотографий я себе на память сделал и был удивлен, как открыты политики в Европе. Без кучи охраны вокруг, как обычно я привык это видеть. Старый город Мариенплац захватывает своей готической архитектурой. Проводя аналогию с Парижем,
Если меня спросят описать Мюнхен одной фотографией, я бы показал фото старого города. Немецкие велосипедные дорожки, а также штрафы, если по ним ходить. Странный режим работы в Германии, когда в 19:00 уже все закрыто и по воскресеньям тоже. После Одессы, где много супермаркетов 24/7, непривычно. Ну и с багажом эмоций, уставшие, закупившись продуктами в ближайшем супермаркете немецком, мы отправились в автобус и долгую обратную дорогу прямым маршрутом. На этом все, чао, па-па!